Америка. А какие 3 вещи ассоциируются у вас с Америкой? Давайте я начну. Первое. Фастфуд. Or do you want to just give me a gun? Somebody please get this man a gun. Оружие. И, конечно же, пикап-траки. И как раз таки о них мы с вами сегодня и поговорим. Итак, ребята, в этом выпуске мы узнаем, почему американцам так нравятся большие машины. Краткая история, я вам обещаю, там немного будет. Потом, ваше любимое, как я купил 2 топовых пикап-трака по цене одного, но это уже будет классика у нас. А еще там будет большой взрыв. Все как в кино, ребят, поэтому подписывайтесь на канал, и, может быть, в следующий раз вы увидите свое имя где-то у меня под сердцем. Вот здесь у меня как раз есть место, ребят. Ставьте чаек, кофе, пельмени и погнали выпуск. Здорово! Знаете, почему американцам так нравятся SUV и пикап-траки? Давайте я вам расскажу. Именно так выглядели самые первые пикап-траки, пока на замену лошадям не пришли двигатели внутреннего сгорания. лошади. Наконец-то получили возможность кататься на пикапах, наслаждаться свободой и свежим ветерком. Что, к сожалению, не скажешь о лошадях со Средней Азии. Им-то не очень повезло. Как бы их тоже возили, но только в один конец. Ну ладно, давайте не будем о вкусном, то есть о грустном. Ну и, пользуясь случаем, хотелось бы передать особую благодарность сегодняшнему спонсору кафе «Гриль и Гривы». Лучшие козы в вашем городе. Все это началось в 1925 году, когда Генри Форд выпустил Model T Runabout. Народ принял ее с радостью, несмотря на то, что это была просто обычная Model T, просто обрезанная под пикап-трак. Это был первый light-duty пикап со стальным грузовым отсеком и длиной в почти 1,5 метра. В нем был 4-цилиндровый двигатель, 40 лошадей, и он идеально подходил для фермеров, торговцев и других представителей сельского хозяйства. Стоил он всего $281, что на сегодняшние деньги это почти $5000. Тем самым Ford понял, надо делать пикап-траки. И вот уже в 1948 году Ford выпускает новое поколение пикап-траков и называет ее F-Series. Это полностью новые с нуля сделанные платформы, шасси. И нельзя забывать, что Ford был одним из первых, кто использовал V8 моторы на пикапах, гидравлические тормоза и инновационные на то время телескопические амортизаторы двойного действия. Большинство владельцев пикап-траков выглядели примерно вот так. Поэтому им было без разницы, что их пикап-трак выглядит как будто скрестили советскую ванну и холодильник Саратов. Ну, справедливости ради, все пикапы этого времени выглядели плюс-минус одинаково. Ну, это, сами понимаете, 48 год, война уже закончилась, тут уже куча техники военной, надо было куда-то ее девать. Поэтому они их брали и переделывали все эти военные траки под гражданские нужды. Например, вот джип из вот этого делал вот такое и вот такое. А рам делал из вот этого вот этот. И назывался он дерзко. Кстати, это был один из первых пикап-траков на полном приводе. И уже подключаются и другие автомейкеры, такие как GMC, RAM и все. А кто еще? Проходят годы, и выходит тот самый закон, который изменит всю индустрию. Называется кафе. Это не то кафе у Олега, о котором мы подумали. Кафе — это в расшифровке переводится с английского как corporate. Ебать. Кафе расшифровывается как Corporate Average Fuel Economy. Давай по новой, Миша, все хуйня. Расшифровывается как Corporate Average Fuel Economy. Он как раз таки разделял все эмиссионные стандарты и расходы на топливо, разделял вот на седанов и на Light Duty Trucks или SUVs, то есть на маленькие и на большие машины. Американцы поняли, что можно все-таки
обмануть систему, точнее использовать, как говорится, дырки в законе. И здесь можно было заработать кучу бабла. И они это поняли. Начали выпускать большие машины. Чтобы вы понимали, до сегодняшний день SUV и траки продаются больше, чем седаны. Они поняли, как можно заработать кучу бабла, но остается самое последнее и, наверное, самое важное. Это доказать, что траки – это круто. Ну, с маркетингом у американцев проблем нет. Итак, в конце 90-х выходит крутая реклама Рама со своим пикап-траком нового поколения, который назывался модель 1500. A lot of champagne glasses have been used to prove how smooth a car can be at high speeds. Sure, a toast is in order for a truck that can do the same. New Dodge Ram, Motor Trend's Truck of the Year. И эта реклама принесла такие плоды, что Ram продал более чем в 2 раза больше своих пикап-траков. И после этого подхватили другие автомейкеры, такие как Ford и GMC. Все начали плюс-минус выводить такой же дизайн с обтекаемым кузовом, с удобным интерьером. И все это в совокупности привело к тому, что на сегодняшний день тебе не обязательно быть инженером, строителем, плотником, электриком. Достаточно быть обычным пацаном, у которого есть возможность купить пикап-трак. Хватит истории. Давайте я вам познакомлю вас со своим буцефалом. Allow me to reintroduce myself. My name is Ford F-150 Sport XLT Power Boost Hybrid 14-е поколение. Все помнят выпуск с Monster Truck'ом, Ford'ом F-150, по-моему, 2-й или 3-й выпуск. После его продажи мне стало немножко грустно. Да, там был большой, огромный движок, который жрал бензин. Я просто ездил от заправки до заправки. Вечно он ломался. Как только я его продал, моему сердцу стало одиноко. Кстати говоря о сердце, ребят, в моем сердце здесь еще немножко есть место. Как вы поняли, это футболка эксклюзивная. Это все вы, все подписчики, у которых профиль публичный. Итак, после продажи своего Monster Truck'а я сразу начал активно искать другой трак. В общем, 2019 года Chevrolet Silverado. Расскажи лучше какие-нибудь секреты при покупке авто с аукциона. Где я не понял, а почему ты изменяешь голос и делаешь вид, как будто здесь кроме тебя и камеры в этой комнате еще кто-то есть? Ну а что, я виноват, что у тебя друзей нет? В смысле? Эй, давай рассказывай уже. Теперь казаха включил. Ты что, вообще нормальный? Ты вообще узбек? Нет никаких секретов, но есть кое-какие факторы, на которые я обращаю внимание. Это первое. Количество участников на аукционе. То есть я захожу, смотрю, сколько на линии участников. Если это меньше 1000, это хорошо. А если там где-то 600, 700, иногда бывает еще меньше, вероятность, что вы выиграете хороший лот за хорошие деньги, она сразу увеличивается. Ну что, ребят, хотел за 3500, а взял за 4. Ёба рот. Второе. Я обращаю внимание на pure sale, что означает как бы чистая продажа. То есть если машина стоит на pure sale, и независимо какая цена будет на последней ставке, вы ее выиграете. Дальше, конечно, здесь бы я привел
такую поговорку: дареному коню зубы не смотрят. Но она здесь не подходит, просто почему-то кушать захотелось. А здесь наоборот, надо смотреть на коня в зубы и вообще везде, и спереди, и сзади. То есть надо смотреть, кто продает машину. Это либо insurance, либо какой-то дилер. Ну, иногда бывает банки тоже продают. Надо остерегаться мошенников. Очень много мошенников, ребят, я уже много раз об этом говорил, но их просто все больше и больше. Здесь вам помогут разные услуги, онлайн-услуги, где вы можете купить подешевле Carfax, проверить, кто продает. Это обязательно вам только в плюс. То есть, если раньше мне было жалко там какие-то 5-10 долларов, чтобы купить Carfax и проверить историю машины, я это делаю сейчас постоянно. И иногда это просто экономит много денег. Прежде чем я покупаю какую-то машину, которую я первый раз покупаю, модель, да, конкретно, я проверяю, во-первых, сколько она стоит на рынке, сколько стоят запчасти. Кстати, о запчастях можем поговорить отдельно, здесь тоже надо знать. Ну и примерно так я и купил себе 2019 года Chevrolet Silverado. Боковой урон, вот здесь вот будут фотографии. И просто добавил 100 долларов, там кто-то забедовал на 12 900, и по-моему, я выиграл на 13 тысяч. Это мне обошлось где-то в 14. Со всем этим ремонтом, со всеми делами, где-то в 19 тысяч. Очень экономичный, классный трак. Мне особенно нравится его морда, такая агрессивная. Но салон, конечно, я бы все-таки отдал предпочтение другим конкурентам. Это вот Ford, Chrysler. Вот этот вот маленький какой-то калькулятор стоит, я вообще не понимаю. Пару вещей, которые мне не понравилось в Silverado, именно в этом траке, это салон. Салон слишком простой по сравнению с его конкурентами. Потому что дисплей здесь довольно-таки маленький для такой огромной машины. На других конкурентах, таких как Ram и Ford, стоят огромные дисплеи. Но сенсор неплохой, сенсор хороший. Есть Apple CarPlay, но он проводной. Приборная панель такая обычная, ничего нового. И вот как-то так. Но просторный салон, в принципе, как и все другие траки. Продал я его за 25 500 человеку по имени Марио. Hi, you okay if I record? Yeah. Okay. Finally. 2050, right? 2500. 25.5. 25.5. Why you get another 500 discount? Now you said 25. 25 and 500. Oh, I like your shoes. Oh yeah. These are nice. Yeah, this is the present for my wife. Okay. So if she gave you shoes, then you give her a truck? Yeah. Good deal. 10,000. И давайте перейдем к нашему главному герою. Это мой любимый Ford F-150. Ну, уже в новом кузове, 21 год. Примерно я его выиграл за Владивостока. Тот же самый боковой удар, только уже с пассажирской стороны. Впрочем, давайте просто перенесемся назад и посмотрим, как это было. Я сейчас еду его забирать, но там есть одна загвоздка. Там указано, что она не заводится. А когда написано, что она не заводится, или машина это гибрид, здесь могут возникнуть проблемы. How you doing? Lot number? You want lot number or? Sean? Вот он, мой красавец, ребят. Вот он. Ой-ой-ой-ой-ой. Представляю вашему вниманию 2021 2021 года Ford F-150 в новом кузове, Power Boost и еще есть гибрид. Ой, почти. Thank you. Черный на черном салоне. Так. Вот вам и удар. Боковой удар мой любимый. Не, шучу. Боковой задний удар мой самый любимый. Ничего, конечно, не открывается. Блин, на фотографии, конечно, он не такой был согнутый. Не знаю, ребят, не так уж и плохо с одной стороны. Крыло целое.
Заднюю можно вот это починить, это можно подправить. Это точно под замену, и это под замену. Трэш, как всегда. Так. Закрытая так, ребят. Собака здесь была по-любому. Посмотрите на этот салон. Посмотрите на этот красивый салон. Просто очуметь. Огромнейший дисплей. Приборка наполовину электронная. Жалко, дисплей не включается, так как он не заводится, ребят. Денег нету? Денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Попробуем сейчас его. Приехал мой драйвер, сейчас попробуем его завести. Here you go, here's the key. Oh, okay, started. That's nice. Bring it up. Пацаны, ребята, девчули. Я. Просто сейчас подключили батарею, и она завелась. А было написано, что она не заводится. И обычно, когда так пишут, это бывает не батарея. Это new truck, yeah. Nice. Oh, okay. You bought the new cabin. And that one because it had that big damage in the mirror seat over there. That's why you can fix it for it. Okay. So. 25. Ah? How much? 25. He said 15 or 25? 25! Only for you. 25. For somebody else, 2,000. Nah. Working hard, you know. Итак, друзья, небольшой лайфхак. Если вы нашли запчасти на джанкярде для своей тачки от предыдущего поколения и вас уверяют, что это одно и то же, не верьте, даже если мамы клянутся. Просто позвоните официальному дилеру и проверьте по ВИНу на совместимость. Ладно, ребят, смотрите, вот она тачка. Скоро она будет готова. So when you finish, you say? Almost done, huh? Today? Weekend, okay. Ребят, смотрите, все готово, надо просто ее почистить. Эти running boards тоже поставили. It's good? Not gonna fall? Ребят, вообще классно. Ребята у меня классно работают. Если мы сравниваем цена-качество, то да, к ним базару нет. Это самый новый трак или вообще любая машина, которую покупал в плане пробега, потому что здесь пробег 12 тысяч миль. Больше чем 15 тысяч машины продавать тяжело. Надо будет делать либо кредитную историю. See you. Okay, you go? Yeah. Can you talk to the caller, Jose? About what? Oh, about the truck? Because I don't know if he have it ready. I think it's ready tomorrow to go. Okay, see you. Gracias. Okay, go. Че, бать, все нормально? А? Нормально, говорю, все. А. Вот, окончательный результат. Смотрите. Четко. Как будто ничего не было. Смотрите, никаких выпуклостей. Все как с завода.
Конечно, грязно, надо будет ее помыть, но смотрите, место как здесь показали. Первое ощущение, трак как будто новый. Шумоизоляция офигенная, мягкая, подвеска очень мягкая. Блин, реально ездить один кайф. Огромный дисплей. Здесь полуцифровой дисплей. Этот огромный планшет. Не знаю сколько, 11-12 дюймов. Очень мягкий. Четко работает, не зависает. Классно, классно. They say a lot about me, let me tell you what I am. Это его кровать. Та самая причина, по которой все берут этот пикап-трак. Да, он очень практичный. А вы можете перевозить продукты, стройматериалы для вашего ремонта, другу с его диваном, чтобы переехать в новую квартиру. Ну, а если быть немножко креативным, то можно туда сесть со штативами, камерой и просто снимать какие-нибудь видосики. Добро пожаловать на Бурбон! Самая популярная точка в Новом Орлеане — это Бурбон-стрит. Здесь вы можете нажраться не только едой, а... Ребят, если вам интересен travel контент, поставьте лайкусик. Так вот, на чем это мы? Ах, да, трак. Только на траке вы можете обрадовать своих близких настоящей елкой на Новый год. А еще вы можете поиграть в плойку на природе. Ну а если у вас с головой совсем все не в порядке, и вам захотелось освежиться в холодрыге, пожалуйста, наполнили трак ледяной водой, и вуаля. Только шапку не забудьте. Хотя, наверное, вам это уже не поможет. Ой, бля! Ну или вообще можно как пацаны с Ближнего Востока. Шучу. Там все равно Toyota, они надежнее, и Форды не подойдут. Ребят, по статистике, средний американец проводит 300 часов своей жизни в год в машине. Поэтому инженеры Форда позаботились о том, чтобы ваш трак выглядел так изнутри, чтобы вы чувствовали себя как дома. Поэтому добро пожаловать в мой дом на колесах. Сразу же, как мы заходим, мы видим, естественно, спальню. Здесь это у нас спальный отдел. Здесь я сплю, и если надо, как говорится, вздремнуть или даже поспать, я вот так вот сплю. Раз уж поспали, вам надо теперь что? Правильно, поработать. Поэтому нажимаем эту кнопочку, у нас уходит. Здесь у нас плоская поверхность. Так как в моей машине не раскладывается этот столик, как в других, кстати, это опция дополнительная. Берем наш рабочий ноутбук и начинаем усердно работать. Поставили себе свой любимый ютубчик, любимого своего ютубера, поработали, захотелось покушать. Два банана, клубника. И как же без молочка. Ну и конечно же, ребят, какой смузи? Мы же полезные смузи пьем. Протеин шоколадный.
мелкими кубиками. Немножко. Ему так. За ваше здоровье. Сейчас мы допьем и будем дальше снимать, ребят. Показываю два трака, которые мы купили. Этот я уже давно купил, вам уже, по идее, должен был уже рассказать. А этот свежий лот, вы удивитесь, почем я его купил. 2013 года Ford F-150 XLT. Это тоже XLT, но это Super Crew. Сейчас объясню, почему, в чем разница. Смотрите. Значит, здесь у нас идут две полномасштабные или полноразмерные двери. То есть там места просто дофига. Вот это вот, значит, у нас однокомнатная квартира, а это студия. Вот. Потому что здесь двери пассажирские, они намного меньше. И она открывается тоже вот так. Как в Rolls-Royce, между прочим. Так что это может быть даже и плюс, чем минус. Вот. Да, ребят, она поменьше будет, но цена этого трака $2900. Да, после всех фи это где-то 3500. 82 тысячи миль. Спросите, ну, почему? Почему так дешево? Наверняка где-то был серьезный удар. Но если вы это называете серьезным ударом, тогда у вас серьезные проблемы, ребят. Просто кто-то дал лоу-кик или с колена, муайтайское колено, если вы не поняли, вот. Primary damage был electrical. То есть там была какая-то проблема с электрикой, и ее списали. Мы ее еще даже не мыли. Вот она сегодня готовая, вышла шапа. То есть она чистая. Плюс этого трака, что здесь можно сидеть просто вот так вот втроем. Нормально едем? Как газели. Это не выглядит как из того мема, где белая девочка на диване сидит, а сзади 8 черных. Ребят, ну камон. Тут дети смотрят. Славянский зажим решили устроить. Итак, эти два вкусных пикап-трака нам обошлись 18 500. Это не считая ремонта, да? И давайте посчитаем или посмотрим, что можно купить за 18 500 в реалиях СНГ. То есть можно купить вот это или вот это. В реалиях Узбекистана можно вообще там, я не знаю, Джентру купить. Все, больше ничего не купите. А Джентра, между прочим, она, ну, это статус. В общем, ребят, это еще не все. Здесь еще есть много разных других функций. Например, как это, называется Zone Lighting. То есть это такая подсветка со всех сторон. Зачем она нужна? Ну как зачем? Может, она тебе сейчас не нужна, но в какой-то день она тебе может спасти жизнь. А может и ночь. Ребят, еще раз спасибо, что смотрели, что поделились с друзьями. Вы же поделитесь с друзьями. И да, не забывайте
подписываться, чтобы, может быть, в следующий раз вы оказались у меня или сзади. Ну, в общем, вы поняли, ребят. Все, давайте. Классно, целую, обнимаю. Пока. Чувак, это рэпчик.